Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как вязать утолщенную подошву для пинеток, для тапок. Вот она, двойная, и она довольно-таки толстая. Я замеряла толщина подошвы. Вот из этих ниток у меня где-то полсантиметра. Да, полсантиметра. Ну, это довольно-таки плотная подошва. Вот. Значит, ее можно использовать для слитков, для тапочек, для чего угодно. Я как-то ранее показывала видео, где вязала прихватку на кухню, но она была прямая. И петельку делала. Очень удобно, такая плотная прихватка. Вот. Но там по прямой было связано. А это я в этом видео я вам покажу, как делать прибавление и как делать убавление. Вот видите, очень хорошо, плавно идет переход. Вязала крючком 3,5. Вот. И я очень довольна, что можно вязать такую плотную подошву. Расскажу, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок. Видите? Она не разделяется, но она двойная. Вот перед вами расшифровка, как я буду вязать подошву двойную. Значит, это я буду вязать слитки для Насти, для родственницы, 36 размера с двойной подошвой. Крючок 3,5 миллиметра. Пряжа пехорка, детская новинка, плюс шнур. По поводу шнура. Я сейчас вам не буду со шнуром показывать. Ну, вы можете добавить, можете не добавлять. Вот такой шнур есть. Его хорошо добавлять, чтобы не протиралась подошва или пятка. Есть шнур вот такой потолще. Я покупала в хозяйственном магазине. Вот этот шнур, особо прочный, длина 160 метров. Вот производитель. И кто захочет списаться с производителем, вот их адрес и сайт. Можете написать. Значит, по всей схеме, по всему этому описанию я вам показывать не буду, но основные моменты покажу. Значит, берем пряжу и крючок, вот я взяла 3,5 миллиметра потолще. Начинаем с 7 воздушных петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмую петлю подъема. 7. Вот 7 воздушек мы набрали. Дальше 6 столбиков без накида. L это будет лицевая сторона. Значит, одну петлю пропускаем, под следующую вяжем. Значит, у нас один столбик уже есть. 2, 3, 4, 5, и вот я говорила не затягивать петлю, 6. Вот 6 столбиков по лицевой стороне мы провязали. Теперь будем вязать 6 столбиков по изнанке. Одна воздушная петля, которая заменит столбик с одним накидом. И дальше соединяем вот эту нитку и вот эту петлю.
Вводим крючок в петлю и затем вот сюда. И провязываем столбик без накида. Это 2. Затем вот у нас это была первая петля. Это мы задействовали. Вот вторая, следующая петля, третья по счету будет. Вот сюда и сюда. Это будет 3. Дальше за эту полупетлю и за полупетлю цепочки 4. За эту полупетлю, вот косичка у нас, вот за полупетлю и за полупетлю наборного ряда 5. И здесь вот за эту полупетлю и вот за эту. Вот так и вот так. 6. То есть мы с вами связали изнаночный ряд. То есть в лицевом ряду мы набираем петли, а в изнаночном следующий ряд провязываем, как обычно. Так, чтобы мне не заблудиться, я это зачеркну, что мы провязали. Теперь нам нужно на основе 6 столбиков связать 10. Вот здесь самое главное понять. Вывязываем одну воздушную петлю. Это будет у нас первый столбик без накида. Дальше. В петлю и напротив вывязываем 2 столбика без накида. То есть эту петлю мы не трогаем, пропускаем. Вот сюда вводим крючок и сюда. Это будет уже 2. И опять сюда же 3. Под следующую петлю, вот сюда и сюда, тоже 2 вывязываем. Это будет 4. И сюда же 5. Под следующую полупетлю цепочки и под наборный ряд тоже 2. 6. И сюда же 7. Под эту полупетлю и под эту тоже 2. 8. И вот сюда же 9. Теперь мы заводим крючок вот за эту полупетлю и вот сюда. Десять. То есть мы с вами связали 10 столбиков без накида лицевого ряда. Теперь мы должны связать с вами 10 столбиков без накида по изнаночной стороне. Вывязываем одну воздушную петлю подъема, которая заменит нам столбик без накида. Дальше. Эту петлю пропускаем, а вот следующую соединяем с этой петлей, и эту петлю тоже с этой петлей. Вот давайте, чтобы вам было понятно, я вам вот так покажу.
Значит, одну петлю мы пропускаем, в следующую вводим крючок и сюда. Один у нас столбик есть, это уже будет 2. Теперь в следующую петлю и опять туда же, где маркер, где мы только что были. Это будет 3. Теперь будем вводить крючок вот сюда соединять. Четыре. И в следующую петлю, и в ту же, где мы только что были. 5. Я вам этот ряд покажу, потому что тут много прибавок. В следующую петлю вводим и сюда 6. В следующую петлю и в ту же, где мы были. Семь. Так, давайте еще раз отметим. Так, эта петля. В следующую петлю вводим. И где маркер? 8. В следующую. И где маркер? Еще раз. 9. И вот 10-я петля, вот она. Вот ее не видно. Поэтому я вот так просто наискосок прокалываю. Это будет 10. Буду уверена, что вам это понятно. Сейчас будет вот попроще. Значит, вот эти 2 ряда мы с вами провязали. Вот здесь попроще. 12 петель надо только вывязать. 12 столбиков без накида. Ну, давайте. 1. Воздушная петля заменяет столбик без накида. Теперь опять одну пропускаем, во вторую вяжем 2 столбика без накида. Это будет 2. И сюда же еще раз 3. Дальше под каждую вяжем 4. Вот они видны. 5. 6. Друг против друга. 7. 8. 9. Сюда 2 вывязываем. 10. Еще раз. 11. И вот так в угол прям. Раз. 12. То есть мы провязали 12 столбиков без накида в лицевой стороне.
Теперь мы должны провязать 12 столбиков без накида по изнаночной стороне. Здесь у нас 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А петель только 10 здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И тут 10 закругленная. Значит, вывязываем воздушную петлю. Вяжем. Значит, одну петлю пропускаем. Напротив под петлю вяжем. Это будет уже 2. Теперь эту петлю и возвращаемся сюда же. 3. То есть одна петля подъема была и 2 столбика мы провязали. И дальше пошли друг против друга. 4. Вот, напротив. 5. Напротив. 6. 7. 8. 9. 10-ю провязываем напротив. Следующую петлю берем и опять сюда же. 11. И 12-ю вот сюда в угол. То есть мы провязали с вами лицевой и изнаночные ряды. Дальше вот у меня идет без прибавлений. Давайте провяжем. 1 воздушная. Это 1 столбик без накида. 1 пропускаем. Под следующую вяжем. Это будет 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и 12 вот так в угол. Так, это мы провязали только лицевую сторону. Теперь изнаночную опять. Воздушка. И 1 против другой. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот так в угол. Вот как раз они захватываются. 12. И вот мы идем уже на расширение. Значит, вот здесь можно набрать, допустим, не 7, а любое количество, которое вам понадобится. Поменьше, допустим. Так, 12 мы провязали. Так,
чтобы вам еще показать. Давайте еще раз вот такое на прибавление я вам покажу. Значит, вывязываем одну воздушную петлю. И вот сюда провязываем 2 столбика без накида. 1. И сюда же еще 1. Это будет 2. И 1, 3. Дальше под каждую петлю 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а сюда 2 столбика без накида. 12. Вот в это же отверстие. 13. И в угол 14. То есть мы провязали лицевую сторону. Теперь еще раз надо повторить. Но, как я сказала, эту петлю соединяем с этой полупетлей и следующую тоже с этой. Воздушка, столбик без накида. Эту пропускаем, следующую вяжем. Значит, 1 у нас есть, это будет 2. Следующая петля и сюда вот, где были 3. И дальше вот сразу у вас выравнивается одна против другой. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 напротив, и потом следующую петлю опять сюда. 12. Вот следующую петлю берем и сюда. 13. И в угол 14. Так, надеюсь, это понятно. Ну и дальше вы уже, у кого какой размер, у кого какая пряжа, во сколько сложений вы вяжете, и для своего размера рассчитываете и вяжете дальше. Значит, это мы на расширение связали. Потом вы вяжете там, дошли до широкой части. Вот, дошли вы до широкой части, вяжете прямо. Вот, у меня широкая часть на 18 столбиков без накида. Ну, это я тунистами обозначил невзначай. Вот, прямо вяжем. И потом у нас идет убавление. Сейчас я вам покажу, как делать убавление. Вот провязала я по прямой несколько рядов, чтобы было вам видно. Значит, здесь мы шли на расширение. Вот. И дальше вязали по прямой. Теперь нам нужно, допустим, убавить петли. Вот. У меня 14 закончилось, допустим. Вот перейти на 12.
столбиков без накида. Как их убавлять? Вывязываем одну воздушную. Это столбик без накида. Дальше заходим в противоположные полупетли и вытягиваем петлю. Заходим в следующие две, вытягиваем петлю и теперь все три провязываем вместе. Получилось два столбика. Один, где была петля подъема, и второй вот мы соединили. Дальше вяжем петля в петлю. Это будет 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь нам нужно провязать 11 столбик. Вот, заходим тоже в противоположные петли, вытаскиваем, и здесь противоположные. Вытаскиваем. Это у нас 11 столбик без накида, а 12 в угол 12. Вяжем изнаночный ряд. Вывязываем одну воздушную, столбик без накида, одну петлю пропускаем, вводим крючок напротив, вытягиваем петлю. И уже в петлю не вводим, а только в эту сторону вводим. Вытягиваем петлю и провязываем вместе. И дальше уже вяжем друг против друга. Это будет 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вытянули и вошли в противоположную следующую петлю. Вытянули и провязали как один столбик, это 11, и в угол 12. Все, мы выровняли, то есть пошли на убавление. И у нас убавление идет очень плавно. Давайте вот на 10 петель вот теперь сделаем одну воздушную, лицевой ряд. Вот лицевой ряд вяжем. Напротив вводим, вытягиваем петлю. И заходим в следующую петлю и петлю предыдущего ряда. И тоже вытягиваем. И провязываем вместе. Это уже 2, то есть 1 петля подъема и вот этот столбик без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 вяжем. Вытягиваем. И здесь вытягиваем. Это 9. И в уголок, вот у меня в уголок получается как раз 2 петли. 10. Теперь изнаночный ряд. Вот изнаночный ряд на 10 петель. Одну воздушку. Одну петлю пропускаем, в следующую вводим. Вытягиваем петлю. Теперь заходим в следующую петлю на обратной стороне и вытягиваем. И провязываем вместе. Это уже 2 столбика. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девятый вывязываем под 2 петли, вытягиваем под следующую петлю, вытягиваем и провязываем вместе. И в угол 10. Вот видите, какое скругление получается. Вот так получается утолщенная, можно сказать, двойная подошва. Этот образец я показывала, ну, квадратом, по прямой. У меня есть прихватка. Вот, она вяжется, значит, прямо, петелька. И очень хорошо использовать на кухне. Они такие плотные получаются. Так, что дальше хотел сказать. Вязать надо слабо. Вот видите, какая она толстая получается. Такая душевная. Если еще нитку какую-нибудь добавить или чуть-чуть потолще пряжу. Значит, вот я вязала образец. Видите, он потоньше, тоже двойной, но я здесь затянула. Петли затягивала сильно, вот так прям. Нельзя этого делать, надо вязать слабо, иначе вы, когда начнете обвязывать подошву, у вас крючок практически не войдет. Очень тяжело. И сама подошва будет тонкая, хоть и двойная. А здесь вот, видите, легко входить в петли. Вот. Так что вяжите слабо, рыхло. И вот такая плотная, толстая, теплая подошва получится. Вот этот образец неправильный. Во-первых, петель практически не видно. И входить сюда очень тяжело. После того, как вы свяжете подошву на какой-то ваш размер, сделаете расчет, свяжете подошву. Значит, кто как привык делать. Кто-то крючком обвязывает. И потом уже вяжет на высоту пальцев, не забывайте. То есть по прямой. Без убавлений, без прибавлений. Прямо вяжется. На высоту. И потом уже переходят к вязанию мыса. Кто-то наоборот вяжет от мыса и дает прибавление на высоту пальцев. И опять же, не забывайте прибавлять на подъем.
Вот, значит, дальше вяжете либо спицами, либо крючком, либо тунисским крючком, кто как хочет, кто как привык. Вот, я считаю, что подошва очень даже отличная и толстая. Ну вот практически где-то полсантиметра толщина. Так что я считаю, это очень даже хороший вариант. Да, почти полсантиметра. Вяжите. Я уверена, что у вас все получится. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.